Потрясающе, не правда ли? Это удивительное чувство возвращения, сломанные геймпады, мурашки по телу и понимание, что ты дома. Последний раз Souls-like для меня был Dark Souls 2 в феврале, когда я выбивала в нем платину, и вот наконец я вернулась. Да не просто вернулась, а продолжила свое прохождение в Нио. Ох, эти тысячи и миллион смертей. Это счастье от победы, и снова я погружаюсь в удивительный и притягательный мир старого доброго насилия. Мое любимое насилие. Сколько бы раз ты не зарекался, да чтобы я хоть еще раз, да никогда. Это всего лишь наивность, мой дорогой друг. И спустя какое-то время, а насилие умеет ждать, ты вернешься. Ты обязательно вернешься. И когда ты вернешься, о да, именно тогда ты почувствуешь себя живым. Сколько бы я ни говорила о Dark Souls, Bloodborne и вообще любом Souls-like проекте, сколько бы я ни делала роликов, такое ощущение, будто я могу говорить об этом бесконечно. Будто эта тема не иссякнет никогда, и ты, как в старые добрые времена, захочешь снова прочувствовать весь спектр своих эмоций, которые у тебя только есть. Ты думаешь, что забыл, что такое проигрыш? Не переживай, пожалуйста, ты об этом вспомнишь. Ты забыл, что такое радость? И об этом ты вспомнишь, когда убьешь босса, которого не мог убить дня 3. Вернувшись обратно в свою колею, я не сразу заметила, что все это время мне чего-то не хватало. Я выбивала платину в RDR 2, я играла в Final Fantasy, и в принципе мне было чем заняться. Однако где-то в глубине моего сердца я понимала, что когда-нибудь продолжу этот прекрасный, кровавый и до боли знакомый путь. Прорываясь вперед с каждым разом, шаг за шагом, ты понимаешь, что среди бесчетного количества жертв, крови, прокачки, ты будто бы становишься живее с каждым разом. Мои глаза горели так ярко, как не горели никогда. Моя жажда бесконечного убийства никак не могла насытиться, и благодаря моей страсти к такому роду проектов, я с огромным удовольствием вступаю в этот удивительный танец, в котором ты показываешь все свое мастерство, в котором твои движения становятся еще более отточенными и прекрасными, божественными, и ты вот-вот возвысишься над этим миром, и еще немного, и еще чуть-чуть, и ты падаешь, ты умираешь вновь и снова, и тебе мало. Тебе мало тех побед, которые ты уже сделал, тебе мало той крови, которую ты уже собрал, тех предметов, которые ты уже создал, и это похоже на своего рода героиновую ломку, только в данном случае это более безопасно. Сейчас для меня мои платины в Dark Souls и Bloodborne не имеют никакого значения, ведь я вижу новые, неизведанные и такие манящие меня миры, в которых надо исследовать каждый уголок, каждый кустик и добывать все предметы, оставленные после себя мобами. Это ли не счастье, практикуясь и побеждая, и снова практикуясь и снова побеждая, и так из раза в раз, пока не настанет тот самый грустный момент окончания твоего пребывания в этом мире, и ты переходишь в новые, и, к моему большому сожалению, именно Souls-like проекты крайне ограничены. Если посмотреть на все проекты, которые только есть, то помимо игр от From Software, вы встретите буквально пару, даже не десятков, а действительно пару игр, которые смогут вас затянуть. Nioh и Nioh 2, Mortal Shell, Hollow Knight, Lords of Fallen, The Surge, и то, к сожалению, это скорее кухонный жанр, хоть он уже стал входить в обиход, однако, когда вы зайдете в Souls-like, вы сразу поймете, что это Souls-like. Неважно, будет ли это платформер, полноценное RPG или же иное же домасонское творение, однако как только вы зайдете и сделаете свои первые шаги в игре, вы поймете, я дома. Я не получаю одинаковое удовольствие от любого Souls-like. Тот же Dark Souls 3 мне нравится меньше, чем первый. Первый для меня самый-самый, хотя и был самый последний по прохождению. Не во всех мне нравится музыка, не во всех монстры и далеко не во всех та же атмосфера. Однако в моей голове действительно сложилось такое мнение, благодаря From Software, что Souls-like обязан иметь под собой некую философию. Его тайны, загадки и ребусы заставляют меня изучать этот мир глубже и глубже. А особенная любимая азиатская тема перерождения, встать на место Бога и такое нежное отношение к смерти не могут не завлечь меня. Но не только From Software преуспели на поприще Souls-like. Nioh оказалась отличным конкурентом, и при этом, как таковым конкурентом, она не является. В Nioh все, абсолютно все строится на Юкай, на отдельных локациях, и мне она нравится больше, чем та же Sekiro. Не обязательно все проекты должны быть дико мрачные и непонятные. В Nioh вся история лежит на поверхности, очень много катсцен, все можно
почитать и узнать, что здесь происходит, и даже без таких загадок и тайн я все равно получаю огромное удовольствие. Я не только помешана на боях и загадках, нет, ну что вы, я обожаю изучать мир. Да, Elden Ring своими размерами меня однозначно не порадовал, однако миры с менее огромными размерами подошли мне в самый раз. Открывание сундуков в какой-нибудь глуши, поиск тайных троп, наслаждение архитектурой, и пусть графика устарела, однако все равно эти потертые обшарпанные перила, эти сломанные ступени рассказывают мне свою историю. Эти миры такие удивительные и такие беспощадные к своим игрокам, будто бы защищают самое дорогое, что у них еще осталось. Мы часто вламываемся к абсолютно беззащитным боссам, и одним из них для меня был Викарий Амелия. Босс абсолютно никого не трогал, сидел в своей церквушке, и пришли мы. Он плачет, он страдает, и хоровое пение на фоне разрывало мое сердце вдребезги. Настолько мне было его жалко. В Нио, например, такого не было, а вот в играх Миядзаки я часто сталкивалась с теми, кого убивать мне совсем не хочется. Однако, конечно же, были и остаются те, которые вывернули все мои кишки наружу и не давали мне спать по ночам. Не все, это уж точно, любят такие проекты. В силу моего характера, а я очень упрямая, я часто иду на какого-либо босса из принципа. Тот же Лагариус в Bloodborne вообще был не обязательный. Однако, когда ты уже испытал опьяняющее чувство победы, ты не можешь остановиться. Жажда крови, новых побед и демонстрация своих умений затмевают тебе разум. И тебе уже все равно, апокалипсис ли, наводнение, тебя уже ничего не может отвлечь. Именно возвращение, а не первое прохождение подарило мне давно забытые чувства. Именно Souls-like пробуждают во мне желание идти только вперед и не останавливаться. Именно Souls-like так дороги мне в своей атмосфере, своим лором и тем, что в них можно утонуть. Я не поклонник онлайн-игр, я не поклонник шутеров, платформеров и много чего еще. И я бы никогда в жизни не подумала, что игры, на которые я косилась несколько лет назад, станут одними из самых главных в моей жизни. Кто бы мог подумать, что побывав в Маджуле, я навсегда запомню ее теплый прием, а побывав в рыбацкой деревне и убив сироту Коз, я узнаю настоящую боль. Пройдя все Dark Souls на платину, я стала дико дисциплинированной и терпеливой, а пройдя Bloodborne, я получила наслаждение от созерцания происходящего. Мне нравится наблюдать. Наблюдать за тем, как луна меняет свой цвет, как Аннер Лонда становится собой, как в Нио весело играют кадамы, как созданные миры видоизменяются после определенных действий, и как я снова и снова беру свой меч, запасаюсь хилками и выхожу на тропу смерти. Прекрасной, манящей и такой притягательной смерти.